Всем привет! Вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, здесь только быстрые обзоры и долгие стримы, и сегодня, вопреки всему, несмотря ни на что, я расскажу вам об этом смартфоне. Это Xiaomi Redmi Note 12, максимально простая модель с одной стороны, с другой стороны, подумайте сами, здесь мало того, что есть мини-джек, здесь есть ИК-порт, здесь у нас максимально неплохая, кстати, плотность пикселей у экрана, 395 ppi. К слову, как я уже скажу об этом в ролике еще раз, как и в Nothing Phone 2. Если говорить про герцовку, 120 Гц экрана, пиковая яркость 1200 нит, это прям очень прилично, и 700 нит максимальная яркость. К слову, здесь яркость практически как у Poco F5 Pro. По большому счету он чем-то лучше, чем даже Poco X5, хотя он дешевле. Да, это Xiaomi, это глобалка. Я о ней рассказывал, по-моему, месяца 4 назад, и еще и о китайской версии тоже рассказывал. Они все это дело неплохо допилили, в игры играть приятней. Здесь есть вариант того, что вы приобретете его на 4 гигабайта памяти внутренней. Я это 3 раза за ролик повторю, не советую делать, но в целом смартфон на 6 или 8 гигабайтах оперативной памяти очень быстрый. Разумеется, здесь Type-C-шник, какая-никакая есть защита от влаги и пыли IP53, и по цветам и внешнему виду цвет, блеск, красота. Да, это пластик полностью с одной стороны, с другой стороны, как много людей носят без чехла бюджетные смартфоны, а он реально бюджетен, то есть он выглядит по мне значительно лучше, чем он стоит. Лагов стало меньше, рассказать есть о чем. Примеры фото и видео увидите. Кстати, камера для именно фото при правильном подходе очень неплохо отрабатывает. Напишите, у кого есть, кстати, на руках подобные, либо этот смартфон уже был на руках, как вам эмоции. Смотрим. Распаковка. Поставляется данный смарт в обыкновенной белой упаковке с изображением. Ничего не поменялось. Название, краткие характеристики модели на упаковке. Пакинг стандартный. В комплекте мы имеем ключ для извлечения прорезиненного слота под 2 нано-сим-карты и одну карту памяти до 1 терабайта. Краткое руководство, силиконовый чехол, сам смартфон с наклеенной защитной пленкой, блок питания на 33 ватта, притом с евровилкой, разумеется, это же глобалка, и кабель для зарядки с USB-A на Type-C. Вес смартфона составляет 183 грамма, а габариты 165 на 76 на 10 миллиметров. Розыгрыши море, читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это 5 Mi Band 7 серии, разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео ежемесячно. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал, там много всего полезного, тем более сейчас распродажа идет, и курс становится адекватным. Подписывайтесь с колоколом, перейдем же к смартфону. Приобрести данную модель можно в черной, голубой и зеленой расцветке. Корпус выполнен из пластмассы с матовым покрытием. Но какая разница, если вы будете носить его в чехле, правда? Сборка, учитывая стоимость, хорошее, качество материалов неплохое. В руке смартфон лежит комфортно, грани прямые, из рук особо он не выскальзывает. На корпусе расположена кнопка питания, качели регулировки громкости, разъем USB Type-C OTG версии 2.0, микрофоны и динамики. Стерео в данной модели отсутствует, есть только обыкновенная моно. Список поддерживаемых Bluetooth кодеков скромный, вы можете наблюдать его на экране, но большинству его будет более чем достаточно. Вряд ли вы наушники в 3 раза дороже телефона будете покупать, правда, чтобы слушать на каком-то кодеке, который он его не поддерживает. Вибромоторчик не особо слабый, средненький, настройка есть, но топорная. В целом, за эту стоимость он меня порадовал, но хорошо, что здесь есть еще и АК-порт и мини-джек, и даже влага и пылезащита класса IP53. Но, разумеется, топить я его не буду, потому что предусмотрена защита только от легкого дождика. Смартфон оснащен AMOLED DOT дисплеем E2 Pro на 6,67 дюйма с разрешением 2400 на 1080 пикселей. Матрица экрана абсолютно плоская, ура, рамки не громадные, но подбородок огромный. Цветовой охват 100% DCI-P3, контрастность 4,5 миллиона к 1. Плотность пикселей 395 ppi, что хорошо. Как на Nothing Phone 2, да? Который дороже в 7 раз. Яркость 450 нит, максимальная яркость 700 нит, а пиковая яркость 1200 нит. Это прям прилично. Запаса яркости особо нет, но в целом для использования смартфона даже в солнечный день яркости хватит. Напоминаю, что у некоторых смартфонов есть яркость до 1500 нит, до 2000 нит. Но это уже флагманы. Автояркость работает корректно, частота обновления экрана максимум 120 Гц, тач на 240 Гц, тест на частоту дискретизации касаний вы можете наблюдать на экране. Мультитач наличие, экран без каких-либо проблем откликается на 10 касаний одновременно. Шим довольно приличный, вы видите его сами, если не активировать DC-Dimming. Always on Display на борту, но не полноценный, а только 10-секундный. Все как всегда у Xiaomi. Что мешает сделать полноценный, непонятно, правда? Разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного в кнопку блокировки, распознавания лиц и стандартными способами. Сканер отпечатков пальцев работает хорошо, можно завести до 5 отпечатков. Распознавание лица срабатывает корректно, но угол, под которым смартфон может распознать лицо, небольшой. Завести один
один и тот же отпечаток можно несколько раз, 5 раз конкретно, и можно внести биометрические данные одного лица тоже 2 раза. Разблокировка, в принципе, у меня без проблем проходит. Хотя промахи, разумеется, случаются. Процессор здесь Qualcomm Snapdragon 685 с техпроцессом 6 нанометров и 8 ядрами, и максимальная частота у него 2,8 ГГц. Графический процессор скромненький, Adreno 610, интерфейс MIUI 14 на базе Android 13 версии. Система работает неплохо, микрофризы, разумеется, встречаются, но не сказал бы, что они критичны и прямо вводят вас в ступор, как, допустим, в Redmi A2 Plus, который за свои деньги тоже хороший. Или в Redmi 12C или 10C, обзоры на канале. Но они тоже дешевле. Оперативная память LPDDR4X доступна на выбор 4 или 6 или 8 гигабайт. У меня версия на 4 гигабайта, я вам не советую ее брать. Минимум надо брать на 8, тогда лагов вообще видно не будет, учитывая, что здесь внутренняя память довольно неплохая, UFS 2.2, за эти деньги даже, прямо скажем, хорошая. И она может быть на 64 или 128 гигабайт. Но напоминаю, что есть поддержка карт памяти. Имеется поддержка Wi-Fi 5 серии, поддержка 5G сетей отсутствует. А для 4G 7 и 20 бенд на борту. Звучание во время разговора приемлемое, датчик приближения меня не подводил, Bluetooth скромный, старенькой версии 5.0, но стабильный. Смартфон оснащен также NFC-модулем. На данный момент можно устанавливать MirPay для оплаты NFC-модулем и оплачивать. GPS-тест в городских условиях показывает точность 3 метра, для Qualcomm это стандартно. Емкость аккумулятора 5000 мАч, в PC-марке тест на автономность. Сколько выдал, вы видите. Заряжается смартфон от родного адаптера питания в среднем за 1 час 10 минут, от 0 до сотки, это неплохо. Беспроводной зарядки нет, что неудивительно. За 1 час просмотра видео на YouTube при максимальной яркости по Wi-Fi в среднем уходит 6-7%, в играх в том же PUBG Lite 17%. Производительности для игр будет мало, но в какие-то игры, допустим, в те, что вы видите, играть можно. Перейдем к тестам. Тротлинг-тест я проводил при 100 потоках 30 минутах, максимально 222 гипса, в среднем 195 и минимально 191. Стабильность. В Geekbench выбивает 475 баллов и 1448. Сколько он выбивает в 3D-марке, вы видите. В Antutu он ниже того среза, который я рекомендую, чтобы смарт не тормозил. Поэтому я и говорю, берите, если будете брать эту модель, хотя бы на 6 гигабайт оперативы, а лучше на 8. Нужно 400 тысяч в Antutu. Кровь из носа, чтобы ходить года 3 и не беспокоиться о стандартных задачах. Storage тест показал отличный для этого типа памяти и этой стоимости быстродействие в системе. 45-минутный стресс-тест прошел он плохо, но в целом результаты ожидаемые. Основной блок камер с тыльной части состоит из 3 сенсоров и LED-вспышки. Основной сенсор Samsung GN1 на 50 мегапикселей. При желании можно сделать, кстати, неплохую фотографию. Напоминаю, что исходники в моей личной телеге по ссылке в описании. Сверхширик OV08D на 8 мегапикселей с углом обзора в 120 градусов и макросенсор на 2 мегапикселя. Запись видео доступна с основного сенсора в максимальном разрешении 1080p 30 fps. Цифровая стабилизация на борту. Фронтальный сенсор здесь на 13 мегапикселей находится по центру верхней части экрана. Максимальное разрешение для съемки видео у него также 1080p 30 fps. На борту имеется панорама, замедленная съемка, ночной режим, безумно долгий, секунд 20 вам нужно будет ждать, когда будете делать фотографию, хотя она не самого ужасного качества в итоге получится, к слову. Режим Pro и так далее. Если говорить в целом о камерах, то они, как по мне, в данной модели действительно неплохие. Во всяком случае, лучше, чем в Poco X5. Забавно, правда? Хотя там очень много всего близко по железу. Короткие примеры вы сейчас увидите. 80p 30 fps, и давайте будем откровенны, ночную фотографию это дело делает, наверное, секунд 12. И это, конечно, минус. С другой стороны, и видео подтормаживает. Надеюсь, что вы сейчас не видели, как все это дело лагает. Шумов море. И вот в движении, допустим, людей, если снимать, то будет все так. И основная камера при хорошем освещении в магазине. Вот так сможете снимать всякие вкусняхи. И фронталка при хорошем освещении. Вот так. 1080p 30 fps. Первое время аппарат дико тормозил при съемке. Сейчас все более-менее терпимо. И да, когда мы смотрим на доллар эквивалент этого смарта, сердце радуется от стоимости, а когда смотрим на рублевый эквивалент, расстраивается. Но это все лирика. Почему? Потому что вроде курс пошел вниз сегодня. И если он будет где-то 80, то это прям топ-топ-топ, мега-топ за свои деньги. Даже неплохо выглядят, кстати, и облака тоже. Главное, чтобы было освещение достаточно. Ночью не снимать главное. Основная камера. На ультраширик к ней перейти. Ультраширик. Отключен. Это ультраширик. Основная камера. Так, оцениваем, как работает, точнее не работает стабилизация, если идти по ступенькам. Съемка с 2 рук. Ну и все довольно так
Вы понимаете, да? Расколбас. Но если встать, то более-менее нормально. Еще немного движения с одной руки. Пляж. Встал. Повел. И хватит вас мучить. И по поводу съемки я прекрасно понимаю, что все это тяжело, больно и противно. И у фронталки, у основной камеры. Но мы прекрасно понимаем, что здесь в довольно симпатичный корпус запихали очень-очень дешевое железо. Неплохой экран, отличные порты. То есть здесь у нас и Type-C-шник, и мини-джек, и ИК. И все вроде есть. Единственное, печалит нас всех, это, разумеется, курс. А так, представьте, если бы курс был какой-нибудь там 70 или 50, то это был бы супер бюджетник просто по супер цене. Не ультра бюджетник, но все равно никаких каплей здесь нет, здесь все по фэншую. Единственное, скорость, конечно, не радует. По большому счету, вам даже то, что в воде, будет возможность, если недалеко, снять. О, автофокус с ума сходит. Еще разок. Сейчас он справился. Ура! И всем приятного аппетита. Кому хочется, поставьте это дело на паузу. Я шучу, больше такого контента не будет. Или напишите, делать или нет такое. Ну, вы поняли. Еще немного ночного видео. Вот так сможете снимать ночью. Шумов, конечно, море вообще. И барабанная дробь. Все говорят тебе спасибо, ночной житель, да? И еще раз фронталка ночная. Сколько себя не убеждаю, но при любом раскладе мы понимаем, что она снимает плохо. Ну, как и должна, но все равно надеяться, особенно когда в рублевом эквиваленте смотришь на ценник такой, она будет снимать хорошо. С другой стороны, она ее во флагманах Xiaomi не особо снимает хорошо. И в субфлагманах примерно так же. Так-то. Фото получше, а видео плюс-минус такие же ночью. Минусы: звучание моно, процессор тротлит, мало мощности, мало производительности, чтобы сказать, что на много лет этого смарта может хватить для радостного использования. Для обычного точно хватит. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Напоминаю, что сейчас идет сейл, у Poco он отдельный. Почему? Потому что они сейчас будут выкатывать новинки, им срочно нужно скидывать те устройства, которые в последние полгода они реализовали. Опять же, это не старая модель смартфона, на него в китайской версии я делал обзор где-то 3 месяца назад, я делал еще на глобалку, и вот сейчас я повторил, по большому счету что-то они как-то допилили, где-то он быстрее и шустрее стал работать однозначно. Ну и ценник, как всегда, был волшебным, так и остался, опять же по мне. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи, мой личный телеграм-канал. Всем, кто поставит лайк этому ролику, колокольчик и еще и оставит какой-нибудь комментарий, огромное спасибо, знайте, вы помогаете проекту. Ну и резюмировать я бы хотел довольно просто. Все же зависит от альтернатив. Смотрите, у вас смартфон фактически, если по адекватному курсу, будет стоить 1012. Что у нас есть в эти деньги? Чуть-чуть дешевле есть Realme C55, если вы будете брать его на Авито, если все еще осталось там по 10-11 тысяч, это будет неплохой вариант. Либо C53, но он будет хуже. И в принципе что угодно, чтобы я не перечислял, будет хуже либо по экрану, либо по фотографии, потому что здесь 50-мегапиксельные фотки очень даже неплохие. Мораль. Если будет адекватный курс и вам нужен смартфон в районе 13 тысяч рублей бренда, это отличный вариант. Если курс будет неадекватен, лучше перелопачивать Авито, искать что-то из старого. Но этот смартфон и правда достоин. Но обязательно брать, обязательно на 6-8 гигабайт, но точно не на 4. 4 это мало, и он будет у вас подтормаживать. Девайсу от меня однозначно да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.